Приветствую всех! Вы на канале Творческий сундучок, с вами Татьяна. В прошлом видео я показывала, как сшить вот такую нарядную прихватку. И некоторым показалось, что это трудоемко для прихватки. И был комментарий, а можно ли сшить такой блок не с 8, а с 5 лучами. И этот комментарий поддержали еще 4 человека. Сегодня я покажу экономичный и упрощенный вариант пошива шестиконечной звезды. Для начала я начертила круг на газетной бумаге, обвела обычную тарелку, диаметр тарелки 18 сантиметров, складываю круг пополам. И половину круга мне надо разделить на 4 части. Я нахожу центр круга, и через этот центр я начинаю складывать нашу заготовочку вот таким образом. Вот так. Я выравниваю края, и у меня получаются 6 одинаковых сегмента. Я это показываю для тех, у кого нет специальной линейки или вот такого мата, где можно определиться по углам. Я перенесла на белую офисную бумагу, немного увеличив размер, и я сохраню этот шаблон, возможно, когда-то еще пригодится. Почему сразу не начертила на белой бумаге? Просто с газетной бумагой легче проделывать разные манипуляции. Дальше я перенесла все на ткань, и это будет у нас основа. Для дальнейшей работы я приготовила полоски тканей. Ткани тонкие, синтетические. Первая стопка у меня 7 на 12. 7 на 13 это вторая стопочка. Тоже 7 на 13. И последняя стопка – это вафельная ткань, и размер ее 7 на 13,5, чуть побольше сделала. И, как вы понимаете, вафельная ткань, она не тонкая, она идет последним элементом, и она, в общем, должна быть потолще. Я приготовлю лоскутики к работе, подворачиваю ткань примерно на 1,5 сантиметра и заутюживаю. И я это проделаю со всеми тканюшками. Ну вот, я лоскутики подвернула и отутюжила. И теперь, девочки, небольшой, но очень полезный совет. Для подгибки я пользовалась вот такой картоночкой. Здесь у меня не полные 1,5 сантиметра, а 1,3. Я подставляю картонку к краю ткани, вот таким образом подгибаю и приутюживаю. И подгибка на всех тканях получается ровная и одинаковая. Вот такая картонка на все случаи. Я ее разлиновала по ширине 1 сантиметр, 1,5 и 2 сантиметра. То есть получается, что вот эта разделительная картонка из коробки с пакетированным чаем на все случаи жизни. Ну и теперь начинаем наш швейный процесс. Начинаю с темного лоскутика. Я его сгибаю пополам, чтобы получить среднюю линию. И эту линию совмещаем с линией на нашей основе. Следующий лоскутик точно так же подгибаем и укладываем на первый лоскут лицевой стороной наверх. Расстояние примерно 1,5 сантиметра. Ну, наверное, на первом лоскутике можно оставить и побольше. Следом идет лоскутик в горошек. И последний лоскут у нас самый толстенький. Вот так. Ну, я смотрю, что здесь можно еще даже пониже.
И дальше мы прокладываем строчку. Кстати, вот этими расстояниями можно поиграть. Это как вам захочется. А теперь я разворачиваю нашу основу и то же самое проделываю с противоположной стороны. Девочки, и мы смотрим, чтобы расстояние соответствовало предыдущей раскладке. Теперь мы это все закрепляем. И вот, девочки, я разложила с противоположной стороны. И чтобы не ошибиться, чтобы было строго по линии, можно вот так приложить картоночку, да, проверить, что все на месте, и прочертить линию, по которой вы будете шить. Скрепляем булавочками, чтобы у нас ничего не смещалось. И вот теперь можно под машинку. Вот я прошила, отворачиваю ткани. И все то же самое проделываю на следующей нашей линии. Вот эту стопочку я уже не буду объединять. Я буду прошивать ее отдельно. Последующие стопки я тоже буду прошивать отдельно. Вот я прошила. И дальше я буду заполнять основу в таком же порядке. Ну вот, пришила последнюю раскладку. И начинаем собирать елочку. Кто смотрел прошлое видео, уже в курсе, что первая полоска складывается 2 раза и укладывается на основу. Следующие крылышки сгибаем 1 раз вот в такой треугольничек и поочередно укладываем елочкой, фиксируем булавочкой. Можно закрепить на машинке, можно вручную приметать. Я продолжу складывать лучики, и между делом у меня к вам вопрос. Вчера под моим старым видео появился комментарий. Видео называется «Подарки на скорую руку». Снимала его почти год назад. Я, конечно, не буду называть автора, а комментарий я оставила без ответа, и был он такого содержания. А вы, прежде чем дарить прихватку, человека спрашиваете, нужно ли ему это? Ну вот так дословно. У меня, конечно, есть что ответить, но не совсем понятно было интонационно. Первое, что мне показалось, что прозвучал он язвительно, с сарказмом или с иронией, а может быть, человеку действительно интересно, а надо ли спрашивать, хочет человек в подарок прихватку или нет. Ну, ведь это такой расходный материал на кухне, мелочь. И есть такие хозяйки, которые обходятся без нее. А какие у вас отношения с прихватками? Ответьте, пожалуйста, в комментариях. А вы спрашиваете, когда дарите прихватки? Ну, очень интересно. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Думаю, что это интересно не только мне. Ну и вот я заканчиваю собирать узор. И вот что у меня получилось. Вот этот лучик, по-моему, коротковат. Если какой-то луч заметно длиннее или короче остальных, его можно поправить, что я сейчас и сделаю. Отутюжила заготовку.
Нитки вывела вот эти наизнанку и связала их. Первоначально я хотела сделать прихватку круглой, поэтому у меня и основа круглая, а теперь вижу, что шестигранник будет интереснее. Я прометала для удобства, булавки убрала. Я сделала отстрочку по контуру внутренней звездочки, а затем осноровила, присоединила утеплитель и сделала отстрочку по внешним лучам. Теперь я присоединяю нижнюю деталь и сделаю еще одну отстрочку, чтобы присоединить нижнюю деталь. Вот отстрочила, забыла поменять нижнюю нитку. И теперь я концы ниток вдела в иголку, и я их спрячу, протяну внутрь. Вот такая чистая у нас нижняя сторона. Осталось срезать лишнее и окантовать. И вот готовая прихватка. Вполне себе симпатичная. И вот еще одна прихватка, выполненная в технике артишок. Если в этой прихватке я применила 4 вида ткани, то здесь у меня 5 видов ткани, можно посчитать. Но вот эта прихватка мне нравится больше. Ткани надо меньше. Времени на подготовку лоскутов, на складывание лучей тоже меньше. И толщина меньше, хотя и использовались тонкие ткани, что немаловажно для тех, у кого бытовая швейная машинка. И выглядит она, на мой взгляд, тоже интересней. Вот такая разница. Ну, конечно, выбор у каждого свой, и это может быть не только прихватка, это может быть салфетка, подставка под горячее. И подарить такую вещь можно. Выглядит она по-новогоднему, и я не буду спрашивать, кому нужен такой подарок. А как у вас с этим обстоят дела? Если вам понравилась моя работа, поставьте лайк. Буду рада вашим комментариям. Кто не подписан, подписывайтесь. Будем и дальше шить новогодние подарки. И я с вами прощаюсь. До скорой встречи.